Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня мы будем создавать модель машинного обучения на TensorFlow. Это новый модуль для создания нейронных сетей. На примере датасета MNIST, где надо распознавать рукописные цифры. Давайте начнем. Импорт TensorFlow STVF. У вас будет TensorFlow.keras, но у меня просто другая версия Python ненужная, и поэтому у меня это как будто бы у него отдельный модуль. Из keras datasets импортирую вниз, чтобы загрузить наш датасет. Из keras layers импортирую dance, наш единственный слой, из layer. Из keras utils импортируем ту категорию. Для того, чтобы сделать one-hot вектор. One-hot вектор это делается для того, чтобы делать вот список из одного числа. То есть, например, у нас если 10 класс, вот 10 классов, число 5. Все, значит, вот от 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, все, 5. И потом все нули опять. 6, 7, 8, 9. То есть вот 5 превратится, если у нас 10 классов, вот в такой вот массив. Ну, если там еще больше классов, то можно просто теперь в конце нули добавлять. Ну, не будет меняться, там не будет какого-то среднего браться. Дальше. Xtrain, запятая, Xtrain, запятая, Xtest, запятая, Xtest. Мы в них загружаем наш датасет. MNIST.cloud data. Дальше. Надо превратить Xtrain в значение от 0 до единицы, поэтому мы сделаем на 255. Каждый X. Потом Xtrain равно tf-reshape, чтобы перешейпить. Мы должны применить к ним формат flow 32, например. Xtrain tf float 32 в shape минус 1, 28 на 28. Доскок картинки 28 на 28. Копируем, вставляем, ставлю тест. Xtest. И привожу Ytrain и YTest в one-hot вектора. Ytrain равно to categorical Ytrain. YTest cat равно to categorical YTest. Дальше ставим нашу модель. Модуль равно keras.sequential, сама модель. Что мы запишем наш слой? Layer, то есть сам dance. Наш слой. 128 в себя принимает activation. Функция активации, там такая штука есть, важная очень. Reload. Input shape. Одна. 784 запятая. 784 это 28 на 28. То же самое я могу тут вот так написать. Дальше. Name, ну вот там есть такая штука, summary, которую я вам позже покажу чуть-чуть, когда выпишем слои, и в ней понадобится этот name. 10, это последний слой. Activation уже давайте по max для примера, давайте поставим, max, например. Shape не надо, name должен быть layer 2. Давайте покажу что-то, зачем мы делали name. Вот давайте поставлю module.summary. Что увидеть? Сейчас датасет загружается. Вот, видите, вот это вот именно те названия. Layer 1, Layer 2. Парам это количество настраиваемых смещений и весов. И это смещение и веса это вот все, на чем работает модель. Иначе не... Кстати, смотрите, тогда и мы можем сделать посложнее обучение, смотрите. Потом это когда мы дойдем до обучения. Мы компилируем ее, чтобы она знала, как обучаться. Oil compile. Optimizer. Адам. Метрика потерь. Метрика потерь это категориальная кросс-энтропия. Categorical
Вопрос энтропии. И метрика, которую мы будем улучшать. Это, понятно, только точность. Дальше мы ее готовы обучать. X-train, Y-train, batch size такая там есть штука важная для обучения. 32, epoch, давайте 5 будет. То есть количество прогонов. Ну смотрите, если мы перед этим поставим model.trainable равно false, я ролик снимаю. Model trainable. И тогда будет сложнее обучение идти. Давайте я быстро вам покажу. Подольше будет обучение идти, конечно, теперь. Подольше, чем обычно должно быть. Если trainable, мы поставим false. Видите, быстро очень обучается, но лосс очень большой плюс. Поскольку я поставил модель, что ей нельзя и веса, и смещение менять, и она не может себя контролировать. Она как бы не может сама обучаться, в принципе, у нее постоянно точность одна, а лосс другая, и лосс один и тот же. Она не может обучаться. А вот устроение будет ладно, давайте покажу. Давайте быстро доделаем. Мы направляем модель на... Ну, кстати, давайте. Model.evaluate, чтобы проверить нашу модель точность. Y. X-test. А Y это Y-test card. То есть, чтобы она сравнила, она на себе предсказала и взяла на Y-тест. Взяла точность от Y от своего предсказанного X-test card и Y-test card. Просто она за нас это делает. И я это там несколько строчек, может даже, но нам все равно это одна. Это для нас лучше. Сейчас закончится обучение и узнаем результат. Такой у нас массив. Вот это лосс, а вот это точность. Поэтому давайте так сделаем. Loss, запятая accuracy равно вот это. Печатаю F-строку. Loss до 5 символов за запятой. Запятая accuracy. Это accuracy до 5 символов за запятой. Спускаем, сейчас все работает. И так делает. Вот, лосс нормальный, accuracy хороший. Что, мне хотелось, чтобы видео было очень интересным для вас. Это было 5 Сергей. И ждите новых выпусков. И всем пока-пока.